Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями Армении и Азербайджана. Вчера я выпустил ролик, где Рубен Варданян назвал открытие воздушного коридора единственным вариантом решения кризиса в Карабахе. Вот этот ролик. Так, и вот сегодня азербайджанские издания отреагировали на это заявление Рубена Варданяна. И вот хочу вас ознакомить с статьей. Зачем Рубену Варданяну срочно понадобился аэропорт в Хаджалы? Так, вот аэропорт в Хаджалы. И выхода нет, да, у Рубена Варданяна. Ему надо делать бизнес, надо летать в Ереван, как бы. А как? Дорога заблокирована, Ханкинди-Лачин, он выехать не может. А он миллиардер, ему надо деньги зарабатывать. И понимаете, уже такая точно серьезная ситуация сложилась в Ханкинди с Рубеном Варданяном. Как выкрутиться с этой ситуации? Кремлевский провокатор Рубен Варданян выступил с очередным громким заявлением. Оказывается, открытие воздушного коридора – единственное решение, которое может кардинально изменить ситуацию. По его мнению, аэропорт, это Ханкинди, готов принимать самолеты средней вместимости. Но тут же добавил, что это скорее политический вопрос. И большое значение имеет давление со стороны международных организаций, стран Европы и США. После чего опять перешел к привычным мантры. В этой ситуации единственным решением, которое позволит нам жить в нормальных условиях в зимние месяцы, является возможность открытия воздушного моста. Так, и вот сейчас, что здесь пишут азербайджанские издания. Не лишний еще раз напомнит Варданяну, что никакой блокады Ханкинди нет. И поводов биться в истерике тоже нет. В общем, теперь спокойно там, говорит, приезжают автомобили обеспечения миротворцев, кареты скорой помощи. Более того, Азербайджан, как уже рассказывал это издание, предлагал на переговорах вполне работающий механизм доставки Ханкинди гуманитарных грузов при условии их досмотра. Но это предложение отвергла именно армянская сторона. Так, и вот теперь пишут, что уже раньше это такая ситуация была, что сепаратисты перевозили оружие под видом стройматериалов, гуманитарной помощи или еще что-нибудь. И это не только самолеты, летевшие в Армению накануне новой 40-дневной войны. Оружие между коробками с детским питанием возили в Карабах на вертолетах еще на ранних стадиях конфликта. Пока еще не был задействован этот аэропорт Хаджалинский. Более того, указывает Минвал АЗ, Рубен Варданян включен в санкционные списки Украины. Именно за то, что авиагруппа «Волга-Днепр», где все персонаж входит в совет директоров, оказывала логистическую поддержку в войне России против Украины. То есть тоже доставляла оружие на гражданских грузовых самолетах. И можно догадаться, что на самом деле собирается возить по воздуху в Ханкинди Рубен Варданян. Издание намекает, что будет перевозить оружие в этих самолетах. Ну, боеприпасы, там, оружие, все, что для войны, как бы сказать. И вот, напомним, восстановить в эксплуатацию аэропорт Хаджилы армянские оккупанты регулярно пытались с 2012 года. Тогдашний президент Армении Серж Саргсян также обещал отправить в Ханкинди первым рейсом. Но после предупреждения Азербайджана, что любая попытка летать в воздушном пространстве нашей страны будет пресечена, ну собьют его просто и все, этот самолет. В соответствии с международным правом и общепринятой практикой, что самолеты, которые не соблюдают процедур, будут считаться нарушителями. И их сначала попытается посадить, но сбивать не будет, типа принужденно посадит. А если уже не удастся посадить, то имеет право сбить. Вот. Серж Азатович лететь в Карабах срочно передумал. И вот самое главное. В ноябре 2020 года по горячим следам Отечественной войны прекращение огня Азербайджан заявил о внесении в реестр ИКО аэропортов в ранее закрытом для полетов Карабахе, в том числе Ханкинди. Запрещено летать самолетом, да, в том числе Ханкинди. То есть, если кто еще не понял,
эксплуатировать этот аэропорт без согласия и без ведома Азербайджана сегодня не получится тем более. Небо над Карабахом принадлежит Азербайджану. И если в такой ситуации Варданян строит воздушные мосты, то есть воздушные замки, вынуждены предупредить. Это не тот случай, когда мечтать не вредно. В общем, эта, как сказать, ситуация может очень трагически будет сложиться для Варданяна. Это может по нему ударить и очень больно. В общем, вот такая ситуация сейчас в Хаджалы. В общем, и Рубен Варданян пытается всеми способами улететь, как сказать. Может быть, даже он хотел бы вообще улететь с этого Ханькинди, чтобы хотя бы какое-то время, может, в Армении отсидеться, но ему нельзя. Он в клетке заперт, все, не вырваться. Мышеловка захлопнулась, и вот как ему сейчас оттуда выбираться? Только на самолете, а самолеты Азербайджан будет сбивать. В общем, вот такая критическая ситуация для Рубена Варданяна. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.